Добрый день, друзья! В холодную погоду очень хочется, чтобы по дому витали пряные запахи еды, а на кухне уютно грела духовка. Поэтому сегодня предлагаю испечь сдобный пирог с начинкой. Начнем с приготовления теста. В миску выливаем 300 мл теплого молока, приблизительно 35 градусов, высыпаем 7 грамм сухих дрожжей и 2 столовые ложки сахара. Перемешиваем венчиком до однородности. Накрываем тонким полотенцем и оставляем на 10-15 минут для активации дрожжей. Далее добавляем 2 белка. Выливаем 120 мл растительного масла без запаха и всыпаем пол чайной ложки соли. Перемешиваем и в несколько этапов добавляем 600 грамм просеянной муки. Так и замешивать легче, и муки вы точно не пересыпете. Тесто у нас должно получиться очень мягкое, эластичное, но в то же время совсем не должно прилипать к рукам. Есть мнение, что в тесто нельзя добавлять белки, только желтки, ну или на крайний случай яйца. Но это совершенно не так. Сегодняшнее тесто я готовлю только на белках, и чтобы убедиться в том, что оно получается максимально воздушное, максимально нежное и мягкое, и совсем не уступает тесту на желтках, его нужно приготовить самим. Попробуйте, и вы убедитесь в этом сами. Посмотрите, какое тесто нежнейшее и мягкое получается в итоге. Миску, в которой замешивали тесто, смазываем маслом, также и само тесто смазываем, накрываем полотенцем и ставим в теплое место на подъем. Я обычно ставлю в электрическую духовку на 40 градусов. Это комфортная температура для теста, нет сквозняков, и оно поднимается в разы быстрее, чем просто если бы тесто стояло на кухне на столе. А пока приготовим начинку. Берем 180 грамм творога, 1 яйцо, 2 столовые ложки сахара и 1 столовую ложку кукурузного крахмала. Можно использовать и картофельный. Пробиваем погружным блендером до однородности. По желанию в творог можно добавить любые сухофрукты. Я кладу вяленую вишню. Подойдет также и изюм, курага, чернослив, либо любые цукаты. Мое тесто готово, оно подошло ровно за полчаса. Руки смазываем растительным маслом. Посмотрите, насколько тесто нежнейшее и воздушное. В работе с тестом обожаю именно этот момент. Слегка обминаем его руками, округляем и перекладываем на стол. Делим тесто на 2 равные части. Затем каждую часть разрезаем еще на 5 кусочков. В итоге у нас получится 10 булочек или 10 лепестков. Пока работаем с одним кусочком теста, остальные кладем под полотенце, чтобы они не заветривались. Итак, берем один кусочек теста, формируем его в шар, приплющиваем и раскатываем в небольшой круг или овал. Сильно тонко не старайтесь раскатать, оставляйте толщину приблизительно около 4 мм. Далее, с одной стороны, начиная от центра, делаем надрез. На один край кладем начинку, закрываем ее тестом и защипываем края. Скручиваем по кругу, придавая заготовке форму конуса. Таким же образом делаем и остальные заготовки. Формовка булочек, как видите, очень простая, но после выпечки выглядит весьма интересно. 10 лепестков выкладываем по кругу в форму, застеленную бумагой для выпечки.
Еще я оставляю небольшой кусочек теста, скатываю его в шарик и кладу в центре. Получаем необычной формы и очень красивый пирог в виде цветка. Сверху пирог смазываем смесью желтка и молока. На один желток я добавляю 1 столовую ложку молока. За счет этого выпечка приобретает красивый румяный глянцевый вид. Ну и в заключение центр цветка посыпаем маком. Вот такую красоту отправляем выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Но в первую очередь ориентируемся на особенности своей духовки. Безумно ароматный пирог в виде цветка готов. Даем ему время остыть, а затем подаем к столу. Он выглядит шикарно. Таким пирогом вы точно удивите не только родных, но и гостей. Так как дно формы мы простилали бумагой, то он легко вытаскивается из формы. Пирог очень просто разрывается на отдельные булочки, на лепестки. И посмотрите, насколько воздушное тесто получается только на белках. Я еще раз повторюсь, что тесто на белках совсем не уступает по качеству тесту на желтках. Пробуйте, делитесь рецептом, не забывайте поставить пальчик вверх и подписаться на мой канал, чтобы первыми смотреть новые рецепты. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».